Привет, друзья! Рада вас видеть сегодня на уроке. Мы поговорим о том, как использовать слова возвращаться, вернуться и альтернативы для этих слов. Я часто вижу, что мои ученики используют слово возвращаться. Однако это слово, как мы видим и слышим, достаточно длинное и трудное для произнесения. Я возвращаюсь. Это и требует времени и усилий, чтобы сказать. А язык стремится к простоте и тому, чтобы все было проще говорить. Поэтому в русском языке вместо слова «возвращаться» очень часто используем чуть-чуть другие слова. Например, когда я говорю, что я нахожусь в дороге домой, я не скажу чаще всего «я возвращаюсь домой». Даже трудно выговорить это слово. Я скажу «я еду домой» или «я иду домой». Здесь также присутствует немножко лексическая разница, то есть разница в значении. Если я говорю «я возвращаюсь домой», то я имею в виду, что меня долго не было дома. Возможно, я была в поездке. В любом случае, это значит, что меня несколько дней не было дома. А если я говорю, что я иду домой или я еду домой, это значит, что я нахожусь в дороге домой и двигаюсь по направлению к дому. Когда ты вернешься домой. И здесь тоже есть лексическая разница. Если я слышу вопрос, когда ты вернешься домой, для меня это значит, что меня долго не было дома, что действительно прошло какое-то время, когда меня не было дома. И, естественно, я отвечаю, я вернусь домой через неделю, например. Если мы хотим узнать, в какое время мы будем дома, например, мы сейчас на работе, то по-русски намного лучше, в смысле точнее, задать вопрос «во сколько?», который обозначает время. Во сколько ты вернешься домой? И этот вопрос уже показывает нам, что сейчас кто-то не дома, но в какое-то время вернется домой. Также без проблем можно сказать, во сколько ты придешь домой или приедешь домой. И, например, в моей семье мы часто спрашивали именно, во сколько ты придешь домой сегодня, во сколько ты приедешь домой сегодня. А выражение вернешься мы использовали, например, в конкретных словосочетаниях, конкретных фразах. Например, во сколько ты вернешься с работы? Или во сколько ты вернешься со встречи? Во сколько ты вернешься из школы? И, друзья, почувствуйте эту разницу, когда мы говорим «я вернусь домой через час» или «мы вернемся скоро». Это слово короткое и простое. Нам не нужно сильно стараться, чтобы сказать это слово.
Поэтому в будущем времени я вернусь мы говорим намного чаще, чем слово возвращаюсь в настоящем времени. Я возвращаюсь, ты возвращаешься, он возвращается, мы возвращаемся, вы возвращаетесь, они возвращаются. Даже мне трудно произносить это слово у нас на уроке, потому что оно длинное, и сочетание этих звуков непростое для произнесения. И почему я акцентирую на этом внимание? Дело в том, что это действительно важно стараться говорить слова, которые говорят носители языка, а не просто переводить слова из своего родного. И, например, если по-польски слово «врацам» очень короткое, очень маленькое, и его используют очень часто, это не значит, что по-русски мы говорим «я возвращаюсь» все время. Друзья, я вернусь к вам на следующих уроках. До встречи!